Алина жила с родителями в деревне. Все как обычно. Мама доярка, а папа тракторист. Мама целыми днями на работе, папа с работы по вечерам приходит пьяный. По выходным они с мамой пьют вместе. Девочка в силу возраста не понимала, что происходит. Она только видела, как мама и папа пьют водичку из бутылки и делаются сначала веселыми, танцуют, пляшут. Потом мама начинает плакать, а папа кричать. Потом они громко ругаются, а иногда и дерутся. Алина очень не любила такие моменты и обязательно пряталась под столом, прижав к себе свою любимую куклу. Девочка гладила ее по голове и успокаивала, приговаривая, чтобы та не боялась. Потом мама с папой засыпали там, где были, зачастую не добравшись до кровати. С утра были оба злые, у них болела голова, и Алина старалась не попадаться им на глаза. Так проходили выходные. В понедельник мама и папа уходили на работу, а Алина оставалась дома одна. На следующие выходные все повторялось. Девочка уже привыкла проводить выходные под столом с куклой в обнимку. Она перестала любить дни рождения и праздники. Они проходили точно так же, только в гости приходили другие люди, а мама с папой вели себя точно так же, и Алине было стыдно за них. Иногда девочка очень жалела, что у нее не было ни бабушек, ни дедушек, иначе она давно бы уже попросилась жить кому-нибудь из них. В очередные выходные все начиналось как обычно. Мама пожарила картошку, открывала банку огурцов и поставила на стол бутылку с той самой странной водичкой. Она откупорила крышку, и тут ее во двор позвал папа. Ему надо было помочь снять сапоги. Алина подошла к столу и взяла со стола бутылку. Девочка понюхала ее и поморщилась. Какую же гадость пьют ее родители. Вот почему они так себя ведут. Алина решила им помочь. Она отнесла бутылку на кухню и вылила содержимое в раковину. Как же ужасно это все пахло. Потом Алина налила в бутылку обычной воды. Может быть, если родители будут пить обычную воду, то и вести себя будут обычно. Родители вернулись со двора и сели за стол. Мама разлила напиток в рюмочки. «Что это?» — закричал папа. «Ты у кого ее купил?» Выплевывая в воду, кричала мама. «Да ни у кого», — ответил папа, изумленно пожимая плечами. «Алина, ну-ка, иди сюда», — громко сказала мама. Девочка стояла перед собственной матерью и смотрела, как та орет на нее и машет руками. Они догадывались, что это она поменяла их водичку на простую воду. Таких слов, которыми ее ругала мама, Алина никогда не слышала. Она смотрела на нее и не понимала, ее ли это мать или какое-то страшное чудовище. Первый раз за много лет ее родители легли спать в выходные трезвыми. Алина решила, что больше не хочет жить с этими людьми. Лучше жить в лесу. Она завернула свою куклу в одеяльце и ночью тихонько ушла из дома. С утра в деревне был переполох, родители Алины так и не поняли, что девочка ушла от них сама. Они вызвали полицию и утверждали, что девочку кто-то украл. Алина бродила по лесу несколько дней. Ей очень хотелось кушать. Она и так-то была маленькая и худенькая, мать особо не заботилась о питании дочери. Иногда она собирала ягоды, но этого было мало. Ночью было очень холодно и страшно, в лесу кто-то выл и рычал. Девочка уже и рада была бы вернуться домой. Пусть родители ругаются, но, по крайней мере, там было тепло. Вот только она и не знала, в какую сторону ей идти. Ночью Алина сжималась в комочек, поджимая к груди коленки и накрывалась кукольным одеялком. Оно было такое маленькое, что едва хватало укрыть ноги или плечи. Но все вместе никак не получалось. Алина прижимала к себе куклу и спала. В таком виде ее и нашла знахарка, которая жила в лесу отшельницей. Она разбудила девочку и повела к себе домой. Дома у знахарки Алина наконец поела.
согрелась и выспалась. Когда она попросила отвезти ее домой в деревню, знахарка никак не могла понять, в какую именно. Деревень в округе было много. Название Алина не знала. Так и осталась девочка жить у знахарки. Алине тогда было всего-навсего 5 лет. Знахарка была хорошая, не обижала ее и вкусно кормила. Она научила Алину, какие травы от чего помогают и как их нужно собирать. Девочка помогала женщине в сборах. И вот уже скоро Алина носила в лесу не свою потертую куклу, а корзину с травами. Знахарка нравилась Алине, она вкусно готовила и хорошо кормила ее. Гладила по голове, обнимала и целовала. Мама никогда так не делала, и Алине хотелось, чтобы знахарка была ее мамой. В скором времени девочка перестала скучать по дому и тихонько стала называть знахарку мамой. Та не возражала и только смотрела на девочку, улыбаясь. Иногда к знахарке по лесным тропинкам приходили разные люди, мужчина и женщина. Она просила Алину спрятаться. Ей было не привыкать. Она забиралась под стол, обнимая свою куклу, и сидела тихо-тихо. Теперь Алина боялась, что кто-нибудь заметит ее и отведет к родителям. Она уже и не помнила их лиц. Она только помнила, как они ругались. Однажды к знахарке пришла женщина, чей голос очень сильно напомнил Алине голос ее матери, той самой первой, от которой она убежала. Алина даже дышать перестала, только бы случайно не заглянула под стол. Женщина просила ей дать какое-нибудь снадобье, чтобы она могла подсыпать мужу, чтобы тот бросил пить. Сама она давно завязала с тех пор, как у нее пропала дочь. Без сомнения, это была мать Алины. Она не понимала, что завязала ее мать, но она очень не хотела к ней возвращаться. Знахарка сказала, что муж должен сам прийти к ней, иначе ничего не получится. Женщина ушла. Через несколько дней у них в доме появился мужчина. Алина спряталась под стол. Мужчина был пьяный, его шатало, и он спотыкался. В какой-то момент он нагнулся и увидел девочку под столом. Алина узнала его, совершенно точно это был ее отец. Но мужчина не узнал ее. Он пошевелил 2 пальцами и сказал «утю-тю». А когда вылез из-под стола, то сказал знахарке, какая у вас дочурка пугливая. Он не узнал Алину, он не узнал собственную потерянную дочь. Знахарка выпроводила его и сказала, чтобы он приходил снова. Алина не понимала, для чего она это сделала. Кажется, она поняла, что это отец Алины, но ничего не сказала. Отец теперь приходил часто, и знахарка запирала Алину в другой комнате, чтобы они случайно не встретились. Алина не знала, чем они там занимаются. Но вскоре у знахарки стал расти живот, и по утрам ей было очень плохо. Именно тогда ее отец перестал приходить. Алина думала, что ее вторая мама просто тоже много кушает, как и она, и поэтому у нее тоже вырос живот, как у нее. Надо сказать, что у Алины живот стал расти очень большой, а руки и ноги все равно оставались тоненькими. Знахарка никак не понимала, отчего так. Она давала Алине разные травы, но ничего не помогало. Так прошел почти год с тех пор, как девочка бежала из дома. Однажды ночью знахарке стало очень плохо. Она стонала, хваталась за живот, а потом громко кричала. Алине было очень страшно. Она спряталась под стол и обнялась в свою куклу. Вскоре она услышала, как плачет ребенок. Настоящий ребенок. Вот интересно, откуда он взялся. Алина подошла посмотреть. Это была девочка, маленькая и сморщенная, как старушечка. Знахарка очень плохо себя чувствовала. Она была сильно бледная. Вокруг было много тряпок, которые вдруг стали красные. Женщина подозвала к себе Алину и сказала ей, что если вдруг что-то случится, то девочка должна оставить ту куклу, взять маленькую девочку, завернуть теплое одеяло и, не оглядываясь, пойти к большому дубу,
где они собирали мать и мачеху. Там надо было спуститься до ручья, обойти большой старый камень и выйти на дорогу. Дорога приведет Алину в деревню. Только ни в коем случае Алина не должна была оставлять девочку здесь, иначе она погибнет. Знахарка сказала Алине, что малышка ее сестренка, и она может сама придумать ее любое имя, какое захочет. «Пусть ее зовут Людмила, как и тебя», — сказала Алина. «Хорошо?» — знахарка улыбнулась и потеряла сознание. К утру женщина скончалась. Алина сделала все, как та ей сказала, оставила куклу, взяла маленькую Люду и пошла к большому дубу. Вся деревня ахнула, когда увидели, что из леса вышла маленькая 6-летняя девочка с большим животом. Она, несомненно, беременна, шептались бабки. А что это она несет куклу? Не сразу в ней признали пропавшую больше года назад Алину. «Соседка, беги скорей, там твоя Алина беременная вернулась», — кричал кто-то у дома матери Алины. Родители девочки давно уже не пили. Мать бросила почти сразу и стала ходить в церковь, чтобы молиться за дочку. Отец тоже бросил. Спасибо, знахарка помогла. Теперь они вдвоем молились за здоровье пропавшего ребенка. Как беременна. Ополоумели, что ли? Ей всего 6. Кричала мать Алина и бежала по улице. По деревне действительно шла Алина. В руках она несла куклу. Именно такой и помнила ее мать. Вот только живот у нее был действительно большой. Когда обнаружили, что у девочки в руках не кукла, а ребенок, все просто обомлели. Врач осмотрел девочку и сказал, что никакой беременности нет, просто у нее глисты. Алина рассказала про знахарку, но никому не говорила, что видела у нее и маму, и папу. Папа долго кашлял, когда слушал дочку. Алину вылечили. Людочку они удочерили, ведь Алина настаивала, что это ее сестренка. Вот такая история. А вам спасибо, что дослушали до конца. Не забудьте подписаться и поставить лайк, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всего хорошего!